Всем привет! Это второй видос из серии быстрых гайдов, где я стараюсь кратко рассказать самую важную инфу о персонаже. Итак, я выбил Аяку и решил запилить для вас гайд. Ладно, я пока не выбил Аяку, но гайд все равно запилил. Что можно сказать об Аяке? Это определенно очень сильный ДД, либо же саб-ДД персонаж. На данный момент у нее одна из самых сильных ульт в игре, если не самая сильная. Скейлы на ней просто дикие, на 10-м левеле ульты около 4000% урона, это просто жесть. Но это, конечно же, при условии, что все 20 тиков ее ульты попадут в цель, что сделать достаточно просто в статуйной пачке. О ней мы поговорим чуть позже. Ну и сразу перейдем к талантам. В первую очередь максим ульту, так как подавляющая часть урона приходится именно на нее. Кстати, ульта дорогая, поэтому нужно будет искать восстановление в нижних статах. Атаку и ешку качаем равномерно. Можно качнуть их до 6-го левела, если у вас ограничены ресурсы, но совсем забивать на них не стоит. Пассивки. А1 дает ей 30% урона к обычным атакам и холдам, но даже так с руки она бьет не особо много. Холда у нее сильная, имеет большой радиус, но ее минус в КД. Спамила бы она такими холдами, как та же Кекинг, можно было бы играть через дамаг с руки, но увы. А4. Если ее спринт в конечной точке задевает моба, то Аяка регенит 10 единиц стамины и получает 18% крио урона на 10 секунд. Очень сильная пассивка, которая позволяет практически всегда находиться под бафом крио урона. Это, кстати, очень важно для ДПСа. Просто время от времени тапайте спринт в моба. Консты. На них я заострять внимание не буду, потому что они вроде и неплохие, но рофл в том, что она и на C0 дико сильная. Да и про консты, я думаю, вы и сами можете в игре почитать. Лично я не вижу смысла их выбивать, если только вы не кит. Что по пушкам? Для начала расставим приоритеты. Аяке больше всего зайдут мечи с крит уроном, чуть хуже зайдут мечи с восстановлением и силой атаки. Почему с восстановлением? Потому что мы хотим нажимать ульту по КД. Пушки с крит-шансом мне на ней не очень нравятся, потому что крит-шанс мы получаем с крио-сета и крио-резонанса, а с пушкой на кэше, скорее всего, будет перебор. Если же нам не везет и никак не получается собрать full крио-сет, тогда пушки на крит-шанс заходят на ура. Перейдем к пушкам с крит-уроном, которых в игре всего 3. Сигнатурка, топ-1 для Аяки, думаю, нет нужды объяснять почему. Черногор, несмотря на спорную пассивку, выглядит все еще сильно за счет крит-урона и высокой базовой атаки. Предвестник Зари. Просто халявный меч с кучей критов, но с низкой базой. Важно понимать, что предвестник Зари это скорее заглушка, но, тем не менее, с ним вполне можно закрывать бездну на фулл. Пушки на восстановление или силу атаки. Из стоящего я бы выделил Небесный меч, Кромсатель пиков, Оскверненное желание и крафтовый инадзумский меч. Последний мне нравится больше всего, потому что, во-первых, он бесплатный, а во-вторых, помимо силы атаки, он заливает еще и энергию. Отличное решение для фри-то-плейной Аяки. С мечами разобрались, теперь поговорим о сетах и пачках. Как я уже упоминал, лучше всего Аяка работает в статуйной пачке с full криосетом. Идея пачки в том, чтобы мобы стояли замороженными и не выходили из ульты Аяки. Ну и как бонус, очень много крит-шанса, сета и резонанса, что позволяет нам полностью упороться в крит-урон. Условия пачки. 1 анема, 1 гидра и 1 батарейка в виде крио-персонажа для Аяки. Пример такой пачки. Казуха, Мона, Розария, Аяка. Казуха бафает на крио-урон, Мона с эпосом как гидра-аппликатор и Розария с фавонием для восстановления энергии. Можно поставить Синцу вместо Моны, но он, скорее всего, тусит в другой пачке с вашим пиро-ДД, в моем случае это Кли. Да и по сути в такой пачке подойдет любой гидроперс, та же Барбара, если у вас нет Моны. Вместо Казухи можно поставить Венти или Сахарозу, вместо Розарии – Казу или Диону, если вам нужен щит и хил. Инадзумский сет на восстановление тоже будет на ней хорош, за счет того же восстановления и аффикса в ульту. Плюс этого сета в том, что ульту мы точно сможем нажимать по КД. Минус, с этим сетом нужно будет найти больше крит-шанса. Если не выходит выфармить full сет, то всегда можно собрать 2+2 из пула Крио, Глад, Знать, лишь бы куски были статовые. Подведем итоги. Аяка отличный ДД даже без конст, особенно при правильном подборе пачки.
Ульту я считаю очень сильной, но не имбовой, потому что у нее все же есть условия для достижения таких цифр. Если вам понравился гайд, то подписывайтесь и напишите свое мнение об Аяке. Если не понравился, то пишите, что можно улучшить. Я всегда открыт для критики.